Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вы знаете, сегодня в этом видео мы с вами поделимся определенными секретами касательно вашей посуды. У каждого из нас есть посуда. Она на кухне, может быть, в столовой. И очень часто мы с вами неправильно ней пользуемся. А значит, мы пренебрегаем определенными правилами. Поэтому, когда вы научитесь правильно использовать свою посуду, вы тем самым сохраните свои финансы. Поэтому к посуде, друзья, нужно относиться со всей серьезностью. И далее в этом видео мы об этом поговорим. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вот много полезной, важной и интересной информации. Посуда – это достаточно важный предмет быта в нашем доме. От нее зависит, какой будет достаток и благополучие будет ли у вас вообще. Ваша посуда должна быть красивой, без сколов, трещин и различного рода пятен. Если вы свою посуду будете содержать в надлежащем виде, то вы не будете нуждаться в деньгах. Посуду, на которой стерся рисунок и которая имеет глубокие повреждения от ножей, нужно заменить, так как если вы будете продолжать ней пользоваться, то тем самым привлечете к себе финансовые проблемы. Также в период, когда будете из такой посуды кушать, вы будете притягивать к себе негатив, и у вас могут начаться в самый неподходящий момент различного рода неприятности. Поэтому с посудой связаны многие правила, народные приметы, суеверия и даже традиции. И эти знания передавались нам на протяжении долгого периода и пришли к нам, для того, чтобы мы могли ними воспользоваться и тем самым обезопасить себя и не совершать поступки, которые могут нанести нам вред. Поэтому первым делом, когда вы купили новую посуду, принеся ее домой, что-то насыпьте в нее, например, крупу, или положите сверху, например, это может быть яблоко, орехи или маленькая емкость с медом. Почему нужно сделать так? Дело в том, что таким образом вы сможете зарядить свою новую посуду на благополучие. Посуда не должна никогда стоять без дела. Она и для того, чтобы ней пользоваться изо дня в день. А посуда, которая не используется и припадает пылью, тем самым она будет притягивать в жизнь своих владельцев пустоту и безденежье. Поэтому хотя бы раз в год любая посуда должна быть в использовании. Если этого не делать, негатив начинает собираться на ней, а у всех живущих в этом доме начинаются проблемы разного рода, так как посуда очень тесно связана с энергетикой дома и с энергетикой людей, которые проживают в таком доме. Свою посуду лучше никогда никому не давать, так как вы не знаете, насколько человек чистосердечен по отношению к вам. Ведь если она попадет в руки к недоброжелателю, то, к сожалению, энергетика будет нарушена. А вернуть ее могут полностью уже пропитанную определенным негативом. Также лучше воздержаться и от того, чтобы у кого-то одалживать посуду, потому что таким действием вы можете случайно подобрать чужой негатив и тем самым испортить себе жизнь. Но бывают и такие моменты, когда возникает ситуация, что посуду нужно кому-то одолжить или самому взять ее в пользование. Важно знать, что нельзя не принимать пустую посуду обратно, не отдавать такую. Если вы возвращаете тарелки, чашки, салатницы и так далее, обязательно положите в них печенье. Можете положить конфеты, потому что таким образом вы не отдадите свои положительные энергии, а с ними и деньги. А также не притянете к людям, кому возвращаете посуду бедность. Таким действием вы, наоборот, можете окружить всех хорошими энергиями. Если вы возвращаете кастрюлю, сковородку и так далее, то тогда положите монетку любого цвета, но самого большого номинала и проговорите следующие магические слова. Посуду не пустую отдаю, монетку в нее кладу.
Денежную энергию к себе и тому, кому ее отдаю, притяну. Когда вам будут отдавать посуду, попросите не возвращать по такую посуду пустую, потому что таким действием вы защитите себя от потери финансов. Если вам уже принесли пустую посуду и вы не успели об этом предупредить, чтобы ее чем-то наполнили, то сразу переверните ее донышком вверх и проговорите следующие магические слова. Негативу попасть в эту посуду не позволяю. Все, что плохое в нее попадет, сразу выпадет. Затем промойте такую посуду под проточной водой и проговорите далее следующие слова. От чужой энергетики посуду освобождаю, неприятности не привлекаю, денежную энергию никому не отдаю, а приумножаю. И после того, как проговорите эти слова, поставьте ее на подоконник. Пусть она там простоит не меньше 3 часов. А в этот период тем самым она напитается положительными энергиями. Проделав это, вы не притянете к себе негатив. Вы сможете удержать денежную энергию и даже приумножить ее. Также, если вы принесете в дом пустую посуду, которую вам вернули, этим вы можете разозлить домового, так как он считает, что такого быть не должно, ведь это привлечет к дому негатив и тем самым нарушит стабильность. У людей могут появиться много забот и работы. Ну а чтобы не испортить с домовым отношения, после проделанного действия с нейтрализацией негатива обязательно нужно задобрить домового. Таким образом, возьмите водичку, положите в нее немножечко меда и размешивайте до тех пор, пока мед не растворится. Затем сделайте 3 круга против часовой стрелки и скажите следующие слова. «Тебя, домовой, друг мой, угощаю, задобряю, ты не злись, зла я не желаю, от негатива дом наш избавляю. Ты мне в этом помоги и меня поддержи». И оставьте на сутки. Вы заметите, что водичка уменьшится, и это будет знак того, что домовой принял ваше угощение, и таким самым образом он больше не сердится на вас. Также напоминаем, и мы об этом неоднократно говорили, никогда не оставляйте в раковине грязную посуду, потому что тем самым вы привлекаете в дом негатив. Вода это все усиливает, а опять же наш великий дедушка домовой разозлится на нас. Из-за таких действий в нашем доме может появиться разрушительная энергия, которая принесет проблемы в семью. Поэтому научитесь, как только поели или что-то сделали с помощью посуды сразу мыть ее и слаживать обязательно на место. Это не трудно, а вот от больших проблем вас точно оградит. Вы должны понимать, что вы должны всегда в обязательном порядке работать по определенным правилам и привычкам. Также никогда не дарите и пустую посуду. Всегда кладите купюры, пусть даже самого маленького номинала, потому что это поможет привлечь достаток. Очень хорошо дарить хрусталь и фарфор. Благодаря таким подаркам улучшается финансовое состояние. Также, если кому-то вы хотите подарить посуду на Новый год, то притяните к себе и тому, кому она предназначается, достаток и процветание. Друзья, вот такие вот нюансы, тонкости мы сегодня хотели с вами обсудить, обговорить, потому что посуда имеет также очень важное значение в нашем доме. Мы с посудой используем и контактируем с ней каждый божий день. Поэтому ваша посуда должна быть только ваша, вся она должна быть чистая, без каких-либо сколов, трещин и так далее. Потому что это посуда, когда она треснутая, когда у нее какие-то сколы, то она таким образом и
привлекает определенные негативные вибрации в вашу жизнь. Этого не должно быть. Поэтому прямо сейчас, после просмотра видео, займитесь своей посудой, кастрюльками, сковородочками, посмотрите все, в каком у вас состоянии. Пусть у вас будут 3 тарелочки, но это будут самые красивые тарелочки, с тех тарелочек, в которых вам будет приятно употреблять ту еду, которую вы готовите или кто-то для вас готовит. Помните об этих простых правилах, которые поможет вам действительно и приумножить и достаток, и благополучие. И, друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.